Здравствуйте, с вами Катя Макагон и 8-й урок по созданию реалистичного волка. Сегодня мы оформляем носик. Значит, нужно взять кусочек шерсти, кардачес, где-то в 3 раза больше, чем вот мы видим носик, да. Затем складываем вот таким треугольничком и пробуем сделать треугольничек такой, сформировать, чтобы было легче потом работать непосредственно на голове. Тоже можно использовать 2 иголочки, чтобы быстрее все проходило. Итак, смотрите, лучше работать с какими-то изображениями животного, фас и в профиль, чтобы понимать, где правильно прицепить носик. Вот. И смотрите, значит, у нас есть такое место на носике, оно такое достаточно тупое, да, и вот чтобы сделать из него остренький такой носик, мы как раз будем на это место приваливать наш треугольничек. Также важно помнить, что у нас есть вот тут вот швы, и что губа и нос, они не должны, нижняя губа и нос не должны соприкасаться. То есть есть, я видела, замечала, многие девочки делают так, что вот носик и сразу идут губы, вот какие-то, да, какая-то форма губ. То есть это не совсем нам подходит. Если присмотреться, то у животных не так. То есть носик, потом идет небольшое расстояние такое смежное между левой и правой губой, вот это расщепленное, да, а потом уже идет нижняя губа. То есть вы старайтесь об этом помнить, и когда вы делаете натуралистичную игрушку. Если же вы делаете что-то там фантазийное, винтажное, то, конечно, не имеет значения. Но когда мы делаем что-то натуральное, то будем максимально приближаться к нужному результату. И смотрите, значит, сейчас нам нужно просто грубо так закрепить носик. Вот видите, у нас есть шов, и чуть-чуть выше шва мы начинаем закреплять этот треугольничек, глубоко погружая иголочки в центр головы. Вот, по бокам все очень, так сказать, сейчас не старайтесь что-то там идеально выставить, просто сначала как бы форму, делаем форму, вот, и закрепляем, чтобы он не двигался, этот носик, и тогда уже будем детально работать с ним. Не забывайте про то, что иголку нужно погружать глубоко до утолщения иглы. Посмотрите, что на каждой игле есть утолщение, поэтому, чтобы ворс с носика соединялся с набивкой, нам нужно достаточно глубоко погружать иглу. Итак, смотрите, чтобы у нас нос был не похож там просто на какой-то клоунский, нам нужно продолжать как бы все плоскости нашей морды. Вот. Вы видите, что щека продолжается, эта плоскость вот тут сбоку на носу, на черном. И также переносица продолжается на носу. Поэтому вот видите, сейчас я двигаюсь перпендикулярно морде, чтобы сформировать эти плоскости.
когда мы двигаемся вот таким вот образом, мы просто как бы убираем лишний объем, например, да, если нам нужно убрать, либо что-то сгладить. Но не забывайте, что плоскости очень важны в нашем носике. Вот можно все время смотреть на фотографии и стараться это воплотить. Ну и как бы постоянно мы с каждым разом все лучше и лучше шлифуем наш нос, чтобы он был гладенький, плотный. Вот. Проходимся по краю, как бы по стыку носа и морды, чтобы не торчали ворсинки. Ну и сейчас уже можно приступать к формированию ноздрей. Вот здесь нужно уже так более точно и детально двигаться будет. Можно взять иголочку 38 крученая, очень хорошо уваливает. Ну, либо же опять пробовать, что вам как бы подходит больше всего, да. Смотрите, поставили точку, чтобы понять, где у нас центр, точка в середине шва, чтобы понять, что нос ровно, все нормально. Вот, и по отношению к этой точке мы теперь формируем ноздри. Сейчас еще немножко поправляю форму. И вот приступили к формированию ноздрей. Придерживаемся все время картинки. Вот, не забываем не только про ноздри, но и такие боковые как бы борозды такие на носике у собак, у волков. Вот, все стараемся передать максимально близко. И также как бы мы попозже сможем еще углубить наши ноздри, когда будем проклеивать нос, когда будем формировать его с помощью структурных паст.
Не забываем про центральную борозду на носике. Тоже делаем ее аккуратненько, ровненько. Здесь лучше не спешить. Вот, потому что одно неверное движение, и борозда у нас будет кривая. Ну и теперь просто постоянно что-то шлифуем, смотрим на форму, проверяем, все ли нам нравится, проверяем симметричность, проверяем, чтобы не торчали волоски. Вот, если не получается волоски убрать с помощью иглы, то потом мы будем проклеивать, они приклеятся, а то, что не приклеится, оно отшлифуется дальше. Итак, мы смотрим профиль еще раз и смотрим, что черная часть на носике волка меньше, чем наша видимая часть. И сейчас мы будем над этим работать. Мы приваляем белый ворс значит, на носик. И также немножко вот берем сверху объем, чтобы он не был курносым, таким более продлим его, эту мордочку. Смотрите, для приваливания нам будет необходим кусочек ткани, из которой мы шили морду, вот это белое, и нам нужно ее распустить. При этом при распускании у нас появляются волокна, которые нам как раз и нужны. Волокна должны быть двойными, не одинарными, не разрезанными. Вот, и мы их как бы сейчас собираем себе и приваляем на нос. И смотрите, вот сейчас вам покажу, это одинарное волокно. Вот, так оно выглядит. А это двойное. Видите, да, что две таких, как бы, два хвостика он имеет, это волокно. Вот такие нам двойные нужны. И мы вот так вот берем, приваливаем их на носик сверху, где-то шаг 1 миллиметр. Приваливаем полосочку около, наверное, 7 миллиметров или 1 сантиметра. Вот, по черной части носика. Погружаем вот эту серединку в шерсть, черную часть носика, чтобы ее не было видно, и тогда она будет как бы хорошо держаться. И вот так, смотрите, такой овальчик, получается, мы приваляли. Вот так это выглядит сверху. Вот так сбоку. Вот. Если у вас черная часть носика получается такой какой-то курносый, то вы должны ее подправить сверху. Вот. Ну и ворсинки мы будем позже состригать, чтобы этого все было очень красиво и ничего не торчало.